Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о двух смартфонах. Это OnePlus Nord 4 или по-другому Ace 3V и Honor 100 Pro. Эти смартфоны новинки, насколько они хороши, чем они отличаются, насколько лучше, допустим, съемка, и база этого обзора это как раз съемка у этих двух смартфонов, вы узнаете в ролике. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, и чем эти смартфоны хороши и интересны для вас, помимо того, что это новинки. Разумеется, 120 Гц экрана, довольно приличная яркость, то есть 700 с лишним люксов у нас на Nord и 900 с лишним люксов у нас на Honor. Здесь у нас еще есть и телевик, и помимо этого у Honor есть еще и 4К 30 FPS на фронталку. Если говорить о каких-то особенностях, здесь у нас два процессора, и по идее Honor должен уделывать Nord по полной программе, особенно учитывая стоимость, он фактически на 70% дороже. Но все ли так просто, вы узнаете в ролике. Тем более, если говорить про, допустим, те же физические какие-то качества. Здесь у нас экран водопад, здесь прямой экран. Если говорить про русский язык, здесь есть русский язык, здесь тоже. Google сервисы также на борту, несмотря на то, что это китайская версия. Но, разумеется, особенности есть. О них я расскажу отдельно. Эти два смартфона летали со мной в 3 страны. Здесь больше 1000 фотографий, здесь, по-моему, штук 600. Плюс еще будут отдельные обзоры на них. Разумеется, в отдельных обзорах на них я буду сравнивать их с другими девайсами, притом в стандартных условиях обстановки. Напоминаю, что на Ace 3V уже есть на Польза стримы прожарка, где я его 2 часа гонял при вас в онлайне. Плюс здесь есть механический переключатель. Разумеется, здесь будет еще помимо этого обзора и обзора отдельного и прожарки обзор одним кадром. Здесь то же самое, будет обзор одним кадром и прожарка. Если говорить про какие-то еще особенности, по 2 сим-карты сюда можно вставлять, зарядка супер быстрая, но супер-мега частные особенности будут в полноценных обзорах на эти смартфоны. Здесь в основном показательная оценка, стоит ли смотреть на супер дорогое устройство, когда есть устройство значительно дешевле, но не хуже. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro первые 3 месяца. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, написать комментарий больше 5 слов, осмысленный, в комментарии указать свою телегу, либо в описании своего канала, и подписаться на телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. К слову, не забудьте открыть подписки на своем YouTube аккаунте. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к сравнению. Упаковка у смартфонов одинаковая, как и комплектация. Чехол, блок питания, кабель для зарядки, смартфон, наклеенная защитная пленка и ключ для извлечения слота. И документация. Основное сравнение начнем, как всегда, с экранов. Honor 100 Pro оснащен OLED-дисплеем с диагональю на 6,78 дюйма, разрешением 2700 на 1224 пикселя и плотностью пикселей 437 ppi. Экран у него с закругленными краями, яркость по моим замерам 944 люкса на 100% яркости. На пике он выдает 2100 люксов, притом он их держит, что самое важное. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках можно выбрать меньшее значение или функцию автоматического подбора частоты обновления экрана. Но напоминаю, что ни тот, ни другой экран не LTPO. OnePlus Ace 3V, который Nord 4, установлен также OLED, но с диагональю на 6,74 дюйма. С разрешением 2772 на 1240 пикселей. При том, что разрешение здесь можно в настройках менять. Плотность пикселей 451 ppi. Выше, чем у Honor. Экран у OnePlus же прямой, как по мне, это лучшее решение для повседневного использования и для игр. Допустим, те, кто хоть раз кружочки записывал в Телеграме, для примера, они поймут. Ты, конечно, к этому привыкаешь, но все равно все время срываешься. В общем, мне неудобно. Яркость по моим замерам у OnePlus 730 люксов на 100% яркости, на пике 1100 люксов. Ее хватает, но она без запаса на солнце. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, режим адаптивной регулировки частоты также на борту, и яркость он сбрасывает за полчаса игры в PUBG New State на 100 люксов, притом смартфон довольно прилично нагревается, но 90 FPS держит. Напоминаю, что OnePlus мы уже гоняли на Польза стриме в прожарке. Honor 100 Pro послезавтра, наверное, будем гонять. По шиму, учитывая мои замеры, экран Honor показал лучший результат, но в целом все довольно близко. Технология Always On Display полноценная, что в Honor, что в OnePlus. Летим дальше. Процессор в Honor 100 Pro установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno
Adreno 740. В этом плане Honor по идее лидер, так как OnePlus Ace 3V установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра, 8 ядер, максимальная частота у него ниже 2,8 ГГц, а графический процессор послабее Adreno 732. Но не все так просто, так как в бенчмарке Ace 3V по полной программе уделывает Honor 100 Pro, по памяти все практически идентично, оперативная память здесь LPDDR5X на 12 или 16 гигабайт, внутренняя память UFS 4.0 на 512 гигабайт, 56 гигабайт, но у Honor есть конфигурация с 1 терабайтом внутренней памяти, а с памятью на 256 гигабайт используют тип памяти UFS 3, которая в 2 раза медленнее, чем у Ace 3V UFS 4.0. То есть вы понимаете, что они здесь решили сэкономить Honor, а я как раз купил на 256 гигабайт, и поэтому результаты тестов для Honor неутешительны. По связи у Ace 3V он оснащен здесь Bluetooth версии 5.4, Wi-Fi 6E версии, 5G сети и ниже. Для 4G есть Band 3 на борту, а вот 7 и 20 нет. У Honor 100 Pro Bluetooth версии 5.3, Wi-Fi 6 версии, 5G сети и ниже. Для 4G есть 7 и 3 Band, но 20 нет. Слоты установлены под 2 нано-сим-карты, и, как вы уже поняли, Honor здесь на всем сэкономил относительно OnePlus, хотя он дороже. NFC поддерживается в обоих случаях, устанавливаем MirPay и платим. Более подробно по зарядкам и всему остальному, разумеется, в полноценном обзоре на каждый из этих смартфонов. Переходим к операционкам. У 100 Pro от Honor magicOS 8 на базе Android 14 версии, у Ace 3V Nord 4 по-другому, ColorOS 14 версии на базе Android 14 версии. Что касается системы безопасности, разблокировать смартфоны можно при помощи сканеров отпечатков пальцев, работают они быстро, хотя и расположены низко, они внедрены под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Внести можно до 5 отпечатков пальцев, притом они все должны быть в обоих смартфонах разные, эти отпечатки. А биометрические данные можно завести у OnePlus только 1 раз, у Honor 2 раза, плюс еще можно завести образ в маске и образ с макияжем. Также хотелось бы отметить, что у Ace 3V есть водонепроницаемость официальная по стандарту IP65 и механический переключатель звука. Круто, правда? В отличие от Honor, который не имеет каких-либо заявленных стандартов водонепроницаемости. Звучание, разумеется, у смартфонов стерео, у Ace 3V реализовано оно более полноценно, но в целом я могу сказать, что Honor звучит лучше, но перекос есть. У OnePlus звук чуть-чуть хуже, но перекоса нет за счет того, что ты можешь его в настройках поменять, чтобы нижний динамик играл чуть-чуть тише. Это раз, а два, по вибромотору OnePlus уделывает Honor по полной программе, плюс у OnePlus он еще и настраиваемый. USB Type-C разъемы установлены везде в версии 2.0, экономно, весит 100 Pro 195 граммов, а габариты 163 на 75 на 8,5 мм. Ace 3V весит 200 граммов, а габариты 163 на 76 на 8,5 мм. Летим дальше. В Honor 100 Pro емкость аккумулятора 5000 мАч, смарт поддерживает быструю проводную зарядку до 100 Вт, беспроводную зарядку до 66 Вт и реверсивную, что дает ему преимущество перед Ace, так как он не оснащен беспроводной зарядкой, но также поддерживает быструю проводную зарядку до 100 Вт, и ко всему он оснащен аккумулятором на 5500 мАч. В PCMark Ace 3V выдал хороший результат в 9 часов 13 минут, при том, что Honor выдал, кстати, лучший результат в 9 часов 28 минут, тоже на максимальной яркости и при максимальной герцовке. По поводу тестов, смотрите, в 3D Mark все проходит, и Honor проходит его, и OnePlus, но магия в том, что Honor проходит его с меньшей стабильностью, и если вы обратите внимание на цифры, то у Honor не все так волшебно. Honor выбивает 1 миллион 241 тысячу баллов, а вот OnePlus выбивает 1 миллион 420 тысяч попугаев, при том, как я уже напоминал, что так как внутренняя память у меня у OnePlus 4.0, а версия Honor у меня на 256 гигабайт, там версия 3.0, разница в тесте по внутренней памяти 173 тысячи у OnePlus против 85 тысяч у Honor, и это в 2 раза хуже у Honor, это плохо для Honor. Летим дальше, пройдемся по сенсорам. Honor, основной сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, оптостабом и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, цифровой стабилизацией, апертурой 2.2, а также телеобъектив на 32 мегапикселя с апертурой 2.4 и оптической стабилизацией. С фронтальной части установлен сенсор Sony IMX816 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, цифровой стабилизацией и разрешением для съемки видео максимум в 4К 30 FPS, плюс еще и можно снимать 1080p 60 FPS. Есть еще дополнительный датчик глубины. Теперь, что касается OnePlus Ace 3V. Основной сенсор это Sony на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, оптостабом и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, цифровой стабилизацией, апертурой 2.2, а телеобъектива у OnePlus нет. Фронталка здесь на 16 мегапикселей с апертурой 2.4, цифровой стабилизацией и разрешением для съемки прям позорной в 1080p 30 FPS. Его можно считать за
затычкой по сравнению с фронталкой от Honor. Сейчас вы можете видеть сравнение этих двух смартфонов в разных локациях, но перед началом отмечу, что прям сильной разницы при съемке видео на основные сенсоры по мне нет. Если присматриваться, можно заметить, что Honor имеет общий тон с уклоном в красный цвет. Также он в основном лучше справляется со светом и тенями. По цветопередаче плюс-минус одинаково. Ace 3V имеет желтоватый тон, с тенями более стабильнее работает Honor. Ace 3V при съемке против солнца сильно выкручивает контраст, в итоге мы получаем черные пятна даже днем. При этом Honor пытается найти баланс между светом и тенями. Стабилизация однозначно лучше у Honor, алгоритмы лучше настроены у Honor. Детализация лучше у Honor, объем и глубина тоже про Honor. Но изредка картинка по мне кажется мультяшной. Фронтальный сенсор по цветопередаче мне больше импонирует у OnePlus, но в остальном Honor 100 Pro выдает куда качественнее картинку в любых локациях и любых условиях. Конечно же, еще наличие телевика у Honor это очень круто, при том, что телевик в дневное время суток показывает неплохую картинку. Ультраширики и там по мне позорные. Ночная съемка также отличалась в хорошем смысле у Honor 100 Pro, у него меньше шумов и больше деталей, а у Ace 3V есть шумы. Ко всему, работа со светом слишком резкая. Основной модуль, чтобы понять, в чем разница между Honor 100 Plus и OnePlus 3V, нужно их лбами просто сбить друг с другом. Сбить. Жара все-таки влияет на мозговую активность, а лбами столкнуть. Так вот, против солнца, если кибитки в Сингапуре на колесе обозрения будут вот так выглядеть, примеров съемки будет море. Наверное, 3V я уже буду сравнивать потом с чем-то другим, но пока OnePlus отрабатывает не намного, я вам скажу, хуже. Хотя вот если посмотреть пересвет, посмотрите позади, это, конечно, мракобесно получается. 4К 30 FPS у Honor, 1083 у OnePlus. Так, вот такое ожидание посадки. Там, кстати, были какие-то мягкие штуки, здесь не мягкие. Ну ладно, главное народ совал. Телевик против X3 обычного. D1.3. Но телевик значительно серьезнее тема. Хотя, опять же, X1 в основном снимают все. 4К 60 FPS и, как говорится, доброе утро из Манилы, Филиппины. Вот так вы сможете снимать виды, так вы сможете снимать корабли вдалеке, улицы волшебного центра, стройку, и вон он, супер-мега город где-то там, а здесь набережная. Так, ну и приятное с полезным. Манила, основная достопримечательность, ЮНЕСКОвская, к слову, то есть перечень охраняемых. И вот так церковь Святого Августина здесь выглядит. Очень похоже на Доминикану, прям безумно. Везде, где побывали испанцы, плюс-минус все одинаково, и даже архитектура. И по безопасности, наверное, здесь менее даже безопасно, чем в Доминикане, хотя Доминикана опасное место. Повторяюсь, те, кто путешествует по подобным местам, они особо интересно гуглят, что все небезопасно, но все равно едут. И главное не то, что они едут, а главное то, что помнить, что если вы едете в подобные места, лучше сразу все отдавать, если у вас что-то будут забирать. 4К 60 FPS. Ну и фронталочка, та же локация. Надеюсь, что было интересно сравнение многих штуковин. Во всяком случае, вот так сможете снимать. Так, ну из интересного вы можете, разумеется, сами благополучно почитать про историю Филиппин. Но если кратко, мне кажется, везде, где побывали испанцы, все плохо. То есть я еще, по-моему, не встречал страны, в которую бы прибыли испанцы и потом не высосали из нее все, после чего
ей не пришел логичный, печальный какой-то формы конец. Но, опять же, я не знаю, как они будут вытягивать из этого дела все, но вот так, ага, вот так оно все выглядит. Не будем считать, может быть здесь и все хорошо. Кто был на Филиппинах, кто мне напишет здесь в комментариях, что у них вообще все волшебно, так же, как и в Доминикане. Ну что же, еще одно сравнение, параллельно большинству, наверное, не особо интересное, но вы подумайте над тем, что вы вряд ли полетите в Манилу, если кто-то летит на Филиппины, они летят на пляже. И напоминаю, что всем кажется, что на пляжах здесь ничего не происходит, но вы почитайте, что это тоже такое очень красивое место с довольно в перспективе экстремальными последствиями для многих. Но про это обычно не пишут, или никто сюда лететь не будет. В основном, мне кажется, здесь все тусят в торговых центрах, в которых 550 охранников на одну дверь. Можете посмотреть фотки. Только в обменниках, даже у нас в обменниках в самые сложные времена меньше вооруженных людей стояло, чем здесь стоит вооруженная охрана в обычный день. И, кстати, очень красиво. И билет получается в рублях. На вход 400 рублей. Не так и много. Так. Интересно. Интересно, сюда можно. Когда зашел не туда, да, сейчас меня еще и арестуют. Ладно, если вы это видите, значит меня не арестовали. И вот так вы примерно сможете снимать эту церковь, если вдруг сюда долетите. И вдруг вам интересна тема с испанскими завоеваниями. Заметьте, в каком состоянии картины. Они, конечно, так же, как и деревянные панно, ну, мягко скажем, в драматичном состоянии. С другой стороны, главное хоть что-то, но вот это все, по мне, необходимо, конечно, восстанавливать. Хотя вам важнее, как работает камера на данных смартфонах. И все должно выглядеть максимально плачевно. То есть эти все картины в состоянии очень удручающем. Хотя это культурное наследие. Притом, мне кажется, не только Филиппин, но... Так, давайте плавно попытаюсь. Экстра плавно. Ну и, разумеется, кафе Санта-Августина. Так, мне кажется, что прошел по кругу. И куда-то надо идти. Так, еще немного видео. Ну, ввиду того, что это музей. И это все-таки про католиков больше. Я думаю, что можно и поснимать вообще все, что касается этого музея, да? Скорее всего, выйдет в 2 часа обзор на, во всяком случае, Honor. С другой стороны, есть что посмотреть, правда? Кому-то. И пусть это и является чем-то не особо приятным для OnePlus'ов, которых я очень сильно люблю, особенно по части фото. Но с другой стороны, это очень полезно с точки зрения сравнения съемки и с точки зрения того, что, наверное, все сниму, что касается Сингапура и Филиппин в одном ролике. И еще немного сравнений.
в зеркалах, как говорится. Очень надеюсь, что ролики будут не по 2,5 часа. Выглядит все безумно удручающе, наверное, в первую очередь, потому что на поддержку всего этого дела здесь нет средств. Как могут, они это дело восстанавливают. Но видно, что как минимум средств не хватает. Пару канделябров бы продали, как это не ужасно звучит, и попытались бы все это дело восстановить. Потому что видно, что если все это дело взять и попытаться реанимировать, будет нереально классно. С другой стороны, турпоток от этого не увеличится, но хотя бы предметы древности доживут до логичного расцвета, возможно, интереса к ним. Что вещи, конечно, эпичные, а состояния нет. Этаж номер 2 выглядит чуть-чуть интереснее. Безумно жарко, даже в 5:30. И если вы поедете даже заряженный после, допустим, я живу там, где 40 постоянно, 40 градусов, ну, тяжело. Тяжело, если днем будет однозначно. Вечером еще более-менее, но никакого тут охлаждения воздуха нету. Но некоторые экземпляры прям вау, эпичные. Мега эпичные. Хотя даже, заметьте, табличек нету. Что это, о чем это. Ну, не на всем, скажем так. С другой стороны, как говорится, понаслаждаться это не мешает. Я думаю, что если вы до этого момента досмотрели, вам все плюс-минус интересно, что информации об этих местах очень мало. Скорее всего, потому что все-таки миллиардный раз повторяю, что сюда ехать опасно. И кто бы что ни говорил. Вот так. Еще немного съемки, может быть, кому-то будет интересно. Это, разумеется, выставка флористов. Снова не зря же все это дело изучают. Для чего? Для многих вещей, включая улучшение в перспективе плодоносящих растений. Заметьте. Как много интересного и полезного для кого-то. Но это очень-очень-очень узкая дисциплина, мне кажется. Напишите, кто-нибудь интересуется вообще такой штукой. Это я не высмеиваю. Мне кажется, ботаникой вообще интересоваться — это что-то прямо с чем-то. Это очень круто. Так же, как узкие хобби из разряда нумизматы и все остальное. Наругал их про жару, но хочу отметить, что в помещениях здесь все-таки включены кондиционеры, если брать большие помещения, где картины. Но состояние картины, везде плюс-минус одинаково ужасно. То есть есть более-менее в неплохом состоянии, но основная масса, она очень печальна. И здесь в основном картины 19 века. В основном, скорее всего, не скорее всего, как я вижу, собственно, Дон Луис Ма. То есть семейные картины. Наверное, поэтому особо на них и не обращают внимания по восстановлению. Да печально, конечно. И вот так вы сможете
понаблюдать за католической историей в Маниле. Шахматы выглядят прям эпично. Вот телевик, разница, чтобы вы понимали, X3 на OnePlus. А вот это сооружение форта. Вы помните Петропавловскую крепость? Примерно та же история. Здесь крепость состоит из многих сооружений. И завтра днем я надеюсь, что я сюда поеду и поснимаю уже музей. Что он все-таки здесь основной. Да, но, конечно, состояние, как у всего, плюс-минус. С другой стороны, какая-то охрана уже есть, какие-то работы ремонтные есть, и людей здесь много, концерты проходят. В общем, все довольно интересно. 4К 60 FPS, заход. Вот заметьте, кстати, как интересно, как работает против света OnePlus и как отрабатывает Honor. Все протираю по 500 тысяч раз. Вот насколько хорошо протирается, решать, разумеется, вам. Безумное количество полицейских. Также много посетителей. И вот так вы сможете снимать все эти предметы древней архитектуры, которая стоит напротив вот этих вот зданий. Без окон, без дверей, да, вот то здание особенно. И иду довольно быстро. Смеркалось, как говорится. Вполне возможно, даже завтра сюда снова не пойду, если сейчас все подсниму, потому что внутри там не должно быть супер много интересностей, но может быть будет. Виды здесь, конечно, классные. Вот она, наконец-то, эпичность. Место с классными видами. Но что-то мне подсказывает, что днем здесь бесценно, беспардонно жарко. И что, в принципе, интересует большинство: телефона. Лампа. Кто лучше отработает с лампой? Никто. Никто. Плюс-минус одинаково. Вот так. Немного главного парка Филиппин в ночи в Маниле. Вы посмотрите, как эпично там все выглядит с фонтаном. Правда, дорога сюда вообще не эпичная, но мы об этом не будем. Лучше ехать на такси. Но везде зато стоят полицейские с винчестером, даже в темноте. Хотя дешевле, наверное, было бы освещение какое-нибудь и одного полицейского. Но им виднее, что дешевле. И вот так сможете снимать. Ну, если вы не комплиментарно будете снимать толпу вот этими двумя смартами, вы видите, да? Огромную разницу. Просто огромную. И немного фронталки. 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. Так, ну по сути, так как это, скорее всего, будет просто огромнейший ролик, наверное, это будет ролик сравнения легкое по OnePlus 3V и Huawei P100 Pro, в основном по видеокамере. Вот сейчас вы видите, наверное, единственное развлекалово в Маниле, Филиппинах, такое прям огромное в центре города, о котором я не знал, нигде не читал, но пока искал попытки найти яхту, чтобы покататься, увидел, что здесь есть кондиционеры и толпа, и понял, что надо сюда зайти. И, как я понял, парк, это и есть вход в парк с колесом обозрения и всякими остальными делами. Единственная особенность, что ты покупаешь сюда билет.
И ну, он не дешевый, но и не супер дорогой, если сказать прямо. Вот так все это дело выглядит. Внутри работают кондиционеры, но не на 100%, но вас интересует больше, как работают камеры. И я думаю, вот, смотрите, водная тема вообще тема. Дети счастливы. Но очереди там, разумеется, кстати, не космос. Особо желающих нет. Надо найти, где еще потестить смарта. Обратите внимание на телевик X3. На вот этого вот человека X3. Это охрана. И да, они с реальными боевыми пистолетами, боевым оружием, стоят гладкоствольным. Я видел автоматическое оружие. И да, это не внушает доверия, и не внушает особой радости. Но главное, как говорится, есть. И вот так уже на протяжении длительного времени вы сможете снимать на эти два смартфона. Динозавр Лаб. Ну-ка. Вот. Безопасней. Опа. Как интересно. Вроде мне ничего не сказали про съемку. Значит, снимать можно. Выглядит страшновато. Но главное, можно снимать. Ну, идея норм, что все сразу в одном месте. И у вас идея норм, что вы можете увидеть ролик сразу на два смарта. По отдельности, разумеется, они будут. Стоимость плюс-минус одинаковая. 3V у меня еще не заблокировался. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона уже непрерывно в течение 4 минут. Что, в принципе, довольно такая штука. Хорошо, что я придумал, что все-таки разнесу ролики и сравнения. Почему? Потому что лучше, чтобы вы сами посмотрели на все это дело и решили, чего вам будет достаточно. Насчет в 4К посмотреть, понятно, что снимаю в 4К. Вы можете посмотреть это все дело благополучным образом в великом и ужасном обзоре на, собственно, основные смарты. По отдельности на Honor 100 Pro будет, на OnePlus 3V будет, прожарки будут, обзоры одним кадром будут. И, соответственно, сможете оценить для себя, насколько они хороши. Ну а здесь вы можете в лоб сравнить эти штуки. Ну что, прокатился я вот на той штуке. Могу сказать, что в Абу-Даби все страшнее, намного перегрузки выше. Но прикол в том, что ты там понимаешь, что там какая-то проверка, и все не шатается и не такое ржаво, а здесь оно с четким осознанием того, что Extreme добавляет понимание, что эта штука может развалиться в любой момент, шатает ее прям конкретно. И сейчас увидите, как эта штука двигается. Видите, как много камер. Это, скорее всего, вообще фильм снимают. А может быть и нет, может быть какие-то... Нет, скорее всего, какие-то актеры. Но это не важно. Вот так идет заряд. И
Нет, это фанаты кого-то там. Ладно. И вот так поднимается эта штука. Прям обзор аттракционов, да? И не буду зумить ничего. Против солнца снимать очень тяжело, не вижу ничего. Но смартфоны что-то там снимают. И хорошо. Вот так. Летишь, потом переворачивает. Еще немного. Довольно неплохим ускорением. Ну, здесь уже дальше все проще. Заметьте, первых сидений почему-то нет, кстати. Печаль. Ну, чуть-чуть еще аттракциончика. И здесь уже все. Здесь резкий тормоз, пневмо. Опа. 4К 60 FPS, и это Манила. Колесо обозрения. Вот такие романтичные виды тут. Если будете смотреть, вот так фокусируется 3V, видите, на решетке. Помогаю пальцем. Пальцем не помогает. Вот, помогло. Теперь 3V не на решетке. Все безопасно. Выглядит, правда, страшно. Я не знаю почему, наверное, потому что скрипит все безумно. И после сингапурского колеса обозрения вот эти вот супер тоненькие железки с ржавыми штуковинами, они выглядят, конечно, страшненько. Чуть-чуть. Фронталка все безумным образом скрипит. Позади меня Манила. И вот так вы сможете снимать себя на верхней точке. Ну, что еще сказать про Huawei? Huawei очень долго сенсором определяет освещение. То есть сначала он всегда очень-очень беленький. И только потом, вот смотрите, какие есть развлекашки, он становится с адекватным цветом. Это основной модуль. Вода, солнце, люди, все по максимуму. И смотрим, как съезжает что-нибудь куда-нибудь. Thank you. Здесь вот ты поднимаешься, получается, и там спускаешься на этой лодке. Вообще прикольное развлечение. Ну а здесь каруселька. Все стандартно. Здесь очередь, кстати, такая большая. Хотя сажают всегда очень долго. Но единственное, в чем меня дезинформировали, и всегда я дезинформировал, что цены очень высокие на продукты. Нет, цена ниже, чем в Таиланде и ниже, чем во Вьетнаме. Потому что умножаем на 2, то есть там 7 порций риса вот за 500 рублей. И еще и курица. И все более чем адекватно. Это не самые низкие цены. Это, считайте, в развлекалове. Понятно, что в Старбаксе там или в Маке цены космос и еда там ужасны по сравнению с другими маками, российским тем более. Но по поводу всего остального, видите, цена адекватна. Манила в лучах заходящего солнца. Это торговая улица, но после 7 часов вечера лучше на ней не появляться. Вот так выглядит Манила внутри. Еще одна зарисовка. Я говорю, это на экранах выглядит намного лучше, чем в жизни, в десятки раз. Безумно жарко, разумеется, плохо пахнет и в общем так. Так, если вам такая штука зайдет, я, наверное, когда куплю Huawei, я возьму еще, куплю пару каких-нибудь флагманов и сделаю сравнение уже в Гонконге. В Гонконг слетаю. И, наверное, на Бали какой-нибудь. И тогда напишите, вообще пишите, стоит или нет, вообще по просмотрам я посмотрю.
Но в комментах лучше пишите. Если в комментах будете писать, то тогда по-любому просмотры будут. Так, по иксам максимум здесь X10 бесполезных у OnePlus. X3 сейчас у Honor 100 Pro. Как все надеются, что у меня сейчас вылетят они из рук, эти смарта. Не, у Honor 100 Pro не такой он и бесполезный, смотрите. Вообще не бесполезный X10. Вообще не бесполезный. Так, X1 и X1. Вот так. Ну логично, как же можно снимать сравнение без лифта? Пусть лифт и на Филиппинах, это что же лифт? И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона на основные модули в 4К 60 FPS себя. И 4К 60 FPS, 3 лошади. Здесь на них можно кататься, и там позади полицейские. Так, 4К 60 FPS, съемка ночью, потом еще будет 30 FPS. И вот так, если супер плавно вы будете стоять на месте, супер плавно, ну вот насколько я могу плавно и вести девайса по кругу, вы сможете снимать ночью. С источниками освещения, к слову, Honor мне не нравится, как работает. Оба смарта в чехлах. Возможно, у кого-то я микрофон, как всегда, закрываю. Но я стараюсь держать мизинцы на Type-C-шниках. И нет, ну местами Honor лучше работает со светом. То есть, видите, опять же, постобработку надо смотреть. И вот так вы сможете снимать ночью. Как раз минута вышла. Теперь 1080p 30 fps 4К 60 30 fps на Honor. Тоже тот же круг в обратную сторону на фронталках. И все это для интереса. 4К 30 fps против 1080p 30 fps на ультраширике ночь. На OnePlus это не смотрибельно, на Honor я считаю, что тоже не особо смотрибельно. Напишите по мне, что там печаль. И 4К 30 fps основа. Тоже пытаюсь плавно. Ночью, по идее, работать со светом должны эти смарты лучше. Но насчет как выпадают кадры и у кого больше, вам виднее. По мне Honor справляется лучше, но это опять же, опа, все, электричество кончилось, вовремя я поснимал. Это все, как говорится, относительно, особенно если в движении начать снимать, то будет примерно вот такая история. Сравнение будет довольно простым. В чем оно будет заключаться? Вот смотрите, перед вами 6 фотографий. Более 1000 фотографий с 3 разных стран я сделал на эти два смартфона. И вы вроде бы смотрите, вот эта, допустим, фотография ужасная, она реально у меня одна, вечерняя в движении. Что это было? Правильно, это был Honor. Здесь у меня ночная фотография. То же самое. В движении, притом двигался только я, объект не двигался. Что это было? Honor. С другой стороны мы берем этот OnePlus Ace 3V, волшебная ночная фотка. И вот это, допустим, то же самое OnePlus Ace 3V. Это ночная фотография из самолета, с Honor, тоже отличная, но шумов море, и с цветами, я бы сказал, что он даже угадал. И здесь темная фотография, тоже Honor, с цветами он тоже угадал. Опять же, насколько она хороша, не насколько, потому что ночные фотографии все плохие. Что вот эти два снимка говорят? Это говорит о том, что Honor плохо снимает? Нет, это то, что просто у меня неудачные снимки. И на Honor где-то 50% снимков, к сожалению, получается лично у меня неудачные, может быть, у вас будет как-то что-то по-другому. Если смотреть на вот эти фотографии, это OnePlus Ace, допустим, эти фотографии, это у нас тоже OnePlus Ace 3V, можно подумать, что OnePlus снимает лучше, но это однозначно, бесконечно не так. Если вы интересуетесь мобильной фотографией, я могу 1000 фотографий показать, где OnePlus Ace 3V выигрывает Honor. Ну и вот, в принципе, допустим, вам сравнение, две фотографии. Здесь сразу видно, кто есть кто. То есть вот сейчас я без того, чтобы смотреть, какая фотка откуда, определяю, что здесь у нас справа Honor,
а здесь у нас слева OnePlus. И что это говорит? Это говорит о том, что Honor хуже фотографирует? Нет. Это говорит о том, что у него просто бешеное количество смазов. Если из 1000 фотографий, не знаю, там 2500 у меня было, 1500 я удалил со смазами, то в сравнениях это никак не сделать. То есть вот эта фотография, она не говорит о том, что Honor снимает хуже. Даже здесь в смазе у него в каких-то моментах больше деталей. Это просто говорит о том, что ты очумеешь на него снимать. И что я сейчас делал? Правильно, я сидел и искал, где у нас Honor, чтобы выиграл по фотографии. И здесь у нас опять OnePlus Ace 3V и Honor 100 Pro. Вот здесь Honor 100 Pro. Детализация отличная. OnePlus 3V, видите, смаз. И он молодец. Но из всех фотографий, что я делал, вот только здесь у меня получилось так, чтобы вам показать, как Honor классно фотографирует. Так, фотографирует он классно. Да, иногда люди пластилиновые. Да, иногда у него и отрабатывает так, что лучше бы он не отрабатывал. Да, я советую вам в профессиональном режиме на него фотографировать. Это какое-то извращение, когда вам блогер говорит, что покупайте смартфон дороже $400 и используйте профессиональный режим, выставляйте сами ISO, выставляете сами экспозицию. Хочется сказать, а не пошел бы ты лесом, правда, и не указать, где этот лес разными словами, плюс еще упомянуть о том, что стоит, наверное, купить просто фотоаппарат, если хочется, чтобы были фотографии профессиональные, а в автоматическом хотелось бы снимать все в автомате. В целом, у OnePlus фотографии хуже, но если не думать, то они всегда лучше. Количество фотографий у меня лично у OnePlus получилось больше положительных. Если вас интересует фотография, никого не слушайте, смотрите всех блогеров, скачивайте у всех исходники, проверяйте. Какие-то блогеры, кстати, и видео красят, и фото, будьте аккуратны. Я ничего не крашу, там что-то в ручном режиме я фотографировал, но по минимуму. Основная масса все в автомате. Вот так они фотографируют. В целом, Honor по всем модулям лучше, что фото, что видео. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Сейчас идет распродажа, и там прям все нереально очень круто. Poco X6 Pro, для примера, стоит на 12 512 24 тысячи рублей, 23 600 с копейками. И еще много всяких веселых цен. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Спасибо, что посмотрели ролик. Надеюсь, вы оценили работы камер. Honor однозначно лучше. Но к чему я это все хочу привести? К тому, что про Honor и Huawei реклама из каждого утюга. Почему? Потому что они вроде бы встали с колен. Но если посмотреть до санкций у Huawei и до их разделения у Honor, что было, по большому счету ничего не поменялось. Что такое Honor? Это раздутый бренд, который хорошо отгружают в Китае, не так хорошо продают в Китае, ну и все. За эти деньги, без кастомизации вибро здесь хуже. Без каких-то особых качеств по съемке, фотосъемка, есть еще и вопросы. Вот в некоторых моментах OnePlus выигрывает. И да, это чистой воды алгоритмы. И вы можете мне сказать, что Саня, ты не объективен, это великолепный смартфон. Зайдите на вторичный рынок и посмотрите, как много Honor'ов. Посмотрите, как тяжело продаются флагманы Honor. Посмотрите, какую статистику блогеры вам закидывают по поводу Honor'ов и Huawei'ов. Они скидывают статистику не мировую, а для Китая. Они скидывают статистику по устройствам дешевым. Кстати, вот этот Honor 100 Pro туда и входит. Honor Magic 6 Pro не входит. Они даже в Китае там на 3-м, по-моему, месте, эти Honor'ы, по дорогим смартфонам. По дешевым, да. И вот он, дешевый смартфон. Нравится вам его дизайн? Не знаю, мне нет. Мне больше нравится этот. Хотя, опять же, здесь есть свои недостатки. И OnePlus это точно не идеальный смартфон. А здесь нет еще и 7 и 20 бенда. Здесь нет 20 бенда. Это все китайские варианты устройств. Но, когда я четко понимаю, что вот это 26, а этот примерно 45, я не знаю, примерно так будет. Потому что сегодня распродажа, я еще цены не видел. У меня вопрос, почему я должен это дело брать? Потому что альтернатив с бендами или лучшей камерой просто море. На рынке я обязательно сравню это дело с лучшей камерой за меньшую стоимость, это дело с чем-нибудь более производительным за меньшую стоимость. Я думаю, вы примерно догадываетесь. Это имеет право на жизнь? Это, по мне, право на жизнь имеет только для тех, кто является фанатом Honor, притом непонятно почему. Повторяюсь, реклама, информация, новости – это все хорошо, но то, что вы видите в округе, вокруг себя, вы едете в метро, видите смартфоны, вы ходите на работу, вы в семье используете какие-то железки, ничего не поменялось. Это может быть лидером в Китае, конечно же, при поддержке правительства с супер низкими дискаунтами, может быть даже раздачей. Это может быть лидером там, где не нужен 7 и 20 бенд, потому что, допустим, в той же Индии, как они все время выгружают по хорошим скидкам и большим бонусом.
Мне больше импонирует этот смартфон, но он класса ниже. Этот смарт, учитывая телевик и учитывая фронталку, очень неплохой камерафон. Лучше ли он за эти деньги? По мне нет. Но все, что я вам хотел сказать, я вам в принципе сказал. Повторяюсь, что если вы не видите в роликах сравнений, значит они рекламные. Если вы не видите в роликах отдельно выделенных недостатков, значит они рекламные. Просто очень-очень сильно пиарят сейчас вот этот бренд. Если говорить про эти два девайса, повторяюсь, что все, что хотел, я вам показал. Ни тот, ни другой я бы в отпуск с собой не брал, потому что и тот, и другой не идеальны для видеосъемки. Для видеосъемки за эти деньги намного больше аппаратов можно выбрать. Если говорить про игры, здесь вроде бы все неплохо, но он очень сильно греется. Посмотрите прожарку. Девайсом от меня на данный момент нет. Если я как-то переформулирую в своей голове или как-то на распродажах они будут ниже стоить, то, наверное, будет да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.